Меня зовут Юрий Белановский. Сегодняшнее такое вводное начальное занятие я проведу. И наша цель, она такая диагностическая, что ли. С одной стороны, вы получите реальные знания и реальные навыки сегодня. С другой стороны, мы посмотрим на всю нашу учебную группу, состоящую из каждого из вас, и сможем как-то скорректировать нашу программу, потому что одно дело наши задумки, другое дело, кто вы, что вы, какие у вас там и уровень, и вопросы, и понимание, и прочее, прочее, прочее. Итак, очень хочется сегодня с вами поговорить о социальном волонтерстве, поделиться с вами какими-то своими размышлениями или вопросами о социальном волонтерстве, как-то донести до вас, что же это такое, чтобы вы поняли немножко нас и скорректировали, может быть, ваши какие-то вопросы, ваши ожидания и так далее, и так далее. И я уже прямо сейчас передаю вам в чат, я сейчас постараюсь сделать так, чтобы это видели все, я передаю вам в чат ссылку, это рабочая ссылка, в которой есть несколько других рабочих ссылок, поэтому вы сейчас ее должны открыть. И в этом документе вы будете видеть сверху ссылки, к которым я буду обращаться. Вы можете их открывать, потом, вернее, должны будете их открывать. Сейчас, наверное, не имеет смысла, в чем-то вы там даже не поймете, о чем речь, и так далее. В общем, главное, чтобы вы открыли этот Google документ и увидели в нем ссылки. И если вы на компьютере, то вы, тыкая в эту ссылку мышкой, будете получать не сразу открытое что-то, а будете под ссылкой получать как бы снова ссылку, но уже в виде возможности на нее кликнуть. Это такая особенность Google документов, имейте это в виду. Но там все рабочее. Итак, собственно, поехали. Давайте мы познакомимся. Я сейчас несколько слов коротко, потом, может быть, мы предусмотрим отдельное занятие, может быть, оно будет по желанию, где мы подробно можем рассказать о нашей благотворительной организации «Добровольческом движении Даниловцы». Но сейчас достаточно коротко. Наша благотворительная организация, мы работаем 15 лет. Большей частью мы работаем в Москве, но вот уже третий год мы работаем в регионах в формате онлайн. Непосредственно каких-то филиалов и так далее у нас нет. Основное направление нашей работы – это помощь людям в закрытых казенных учреждениях. И вы здесь видите достаточно обширный список. Сегодня у нас работает 30 волонтерских групп, и работают они все в регулярном, постоянном, еженедельном режиме. То есть сотрудник учреждения, проживающий, например, там ребенок или одинокая бабушка, они знают, что волонтеры-даниловцы придут к ним в обговоренное время, например, в среду в 5 часов. И волонтеры всегда приходят в среду в 5 часов. Их может прийти волонтеров 2, может прийти 15, в зависимости от сезона, от, не знаю, там, наличия людей и так далее, но они придут. И для нас очень важно не прерывать вот эту вот наши как бы встречи, наше присутствие, нашу помощь. Да? Таким образом, еженедельно у нас происходит такой цикл примерно из 50 событий. И на следующей неделе он повторяется. И на следующей неделе он повторяется. И чтобы обеспечить бесперебойность вот этих всех 50 еженедельных событий, работая в 30 учреждениях, потому что в каких-то по 2 дня в неделю работают, на самом деле сейчас, там и учреждений побольше, просто чтобы вас не путать. Вот, мы выстроили достаточно стабильную, серьезную систему и по работе с волонтерами, и по организации их труда, и так далее, и так далее, и так далее. И, соответственно, мы приобрели какие-то свои компетенции, но мы на этом не остановились. Мы очень любим дружить с нашими коллегами и партнерами. Мы не только работаем сами, осмысляем свою деятельность, изучаем сами себя, но очень любим дружить с похожими на нас организациями. Какие-то из них очень классные, супер крутые и являются всероссийскими брендами, какие-то очень скромные, но мы действительно очень дорожим этой дружбой. Где-то у нас есть совместные проекты, где-то мы изучаем опыт друг друга, где-то делимся опытом. Вот здесь вы видите логотипы, может быть, одних из самых известных в России организаций, которые
так или иначе, сами волонтерство развивают. Мы дружим с этими организациями, мы развиваем свои компетенции не только по работе с волонтерами, но и по осмыслению, по передаче опыта не только своего, но и других. Поэтому я на самом деле так достаточно нескромно скажу следующую вещь. Все, что мы здесь будем вам говорить, с одной стороны, конечно, это такое субъективное осмысление меня, Лидии Алексеевской и наших коллег. С другой стороны, за этим стоит опыт десятков организаций, с которыми мы работали. И поэтому иногда мы, по крайней мере, я это уж точно, достаточно категорично какие-то вещи там отстаиваю или говорю, что по-другому не работает. Дело в том, что мы говорим вам о том, что видим. Мы говорим вам о том, что знаем, мы говорим вам о том, о чем нам рассказали наши коллеги. И поэтому мы с некой-то действительно такой уверенностью делимся с вами нашим опытом. Итак, кто же такая Лидия Алексеевская? Лидия Алексеевская является руководителем школы социального волонтерства нашего добровольческого движения «Даниловцы». Лида прошла большой путь, начиная с волонтера одной из московских больниц, и сейчас Лида руководит целым большим учебным направлением. По своей основной специальности Лида психолог, и, как вы видите, здесь много разных особенностей, тему написано. Лида очень серьезно и профессионально работает и с детьми с особенностями развития, работала и в других благотворительных организациях по этой теме. И немножко о себе. Я являюсь руководителем добровольческого движения «Даниловцы» с самого его основания. Собственно, Лида также с самого основания нашего движения работает. Там несколько месяцев спустя пришла. И я лично в нашей благотворительной организации волонтером не был. Я уже вместе с друзьями, коллегами мы нашу организацию устроили. У меня тоже есть опыт волонтерства. Мне доводилось работать и в Центре временной изоляции несовершеннолетних, и в детской психиатрической больнице, и в центрах социального обслуживания, и в детском наркологическом диспансере. То есть что-то такое я для себя понимаю. Но, с другой стороны, мы постоянно общаемся, работаем вместе с нашими сотрудниками, с нашими волонтерами, с сотрудниками тех учреждений, в которых мы работаем. И, опять же, нам есть что на эту тему вам сказать. Мы понимаем и принимаем, что у каждого из вас свой опыт. И мне очень важно сразу сказать, мы не пытаемся, у нас и в мыслях этого нет, грубо говоря, вас переделать. Если, например, на что-то я могу сказать очень скептически, говорить, это фигня, это не работает. Это не значит, что я вам запрещаю это делать. Это, моя субъективная оценка. Или наоборот, я говорю, это очень круто, это прямо супер работает. Это не значит, опять же, что вам нужно завтра это делать. Мы пытаемся донести до вас те какие-то рабочие процессы, какие-то алгоритмы, схемы, какие-то особенности такого межличностного взаимодействия, волонтер-подопечный, между волонтерами, волонтер-координатор. То есть очень много аспектов, которые с нашей точки зрения знать нужно, полезно. Благодаря этому вы сможете ваши волонтерские проекты как-то выстраивать, развивать и прочее, прочее, прочее. Но принимать решение о том, что возьмете вы, как вы будете делать, это, безусловно, исключительно ваша зона ответственности. Мы не можем за вас принять решение, разве что вы придете к нам на отдельную консультацию с Лидой или к нашим другим сотрудникам, и мы там уже тоже можем вам сказать, это мы действительно вам очень-очень рекомендуем. Опять же, принимать решение, это будет ваша история. Это такое небольшое введение. Итак, документ, я надеюсь, вы уже открыли, да? Я специально потянул время, чтобы вы могли открыть этот самый важный документ. И поехали. Итак, вы открываете первый вопрос. Ссылка там есть такая, вопрос номер 1. И в этом вопросе вы сейчас ответите мне на следующий вопрос. Просто впишите туда 2-3 слова. Не пишите предложение, 10 предложений. Напишите туда 2-3 слова. Собственно, я хотел бы, чтобы вы посмотрели на окружающий вас мир, на мир далекий, в том плане, что в таком глобальном смысле, или на мир близкий, как уровень подъезда вашего, улицы, дома, города. И сами себе сказали, без какой проблемы мир был бы лучше. Напишите эту проблему. Напишите эти 2-3 слова. Без какой проблемы мир был бы лучше. Это первое задание.
Поскольку нам надо идти дальше, то мне как-то хотелось бы, чтобы вы в чате быстренько поставили плюсики, те из вас, кто это задание выполнил, и мы пойдем дальше. Вы потом поймете, зачем я все это спрашиваю. Не обязательно брать самую глобальную, самую важную проблему. Любую? Любую-то. Да. Вы именно та, без которой я поэтому и сказал про уровень подъезда. Ну, я сейчас выдумаю, да, там, может, уже кто-то написал, может, вам клумба не нравится у подъезда. На самом деле тоже все проблема. Вот. Но, тем не менее. Итак, да, где писать ответ? Прямо по той... Вы открыли ссылку, Google документ, где много ссылок. И там есть первое, вопрос номер 1 называется. Вы в нее тыкаете, и вам открывается прямо такой специальный опросничек. И в опросничке там прямо написано «проблема», и вы ее туда вписываете. Теперь к вам следующий вопрос. И вам сейчас придется очень серьезно меня слушать, но там есть кое-какая подсказка. Итак, теперь я хочу предложить вам 4 истории. И эти 4 истории вы сейчас по-своему оцените. А после того, как вы оцените 4 истории, мы будем с вами работать еще 1,5 часа, чуть больше. А потом вы их снова оцените. И мне очень важна ваша оценка прямо сейчас. Для этого вы открываете, во-первых, там есть ссылочка, которая называется как раз вот эти кейсы. Это для тех, кто не может прочесть с экрана или для тех, кто на слух воспринимает плохо. Вы можете открыть. Если вы на слух воспринимаете хорошо или готовы читать с экрана, то, соответственно, вы можете эту ссылочку не открывать. Итак, первый кейс. Слушайте внимательно. В период режима самоизоляции волонтер принес продукты одинокой бабушке, которая с трудом ходит. За продукты бабушка рассчиталась. Все хорошо, она довольна. Волонтер принес все по списку. Волонтер собрался уходить, но тут бабушка зовет его попить чаю и говорит, что привита от коронавируса, носит маску, с волонтером обниматься не будет, сама сядет в другом конце стола. Ей скучно и одиноко, она просит волонтера побыть с ней. Точка. Вот первый кейс. Итак, кейс номер 2. Поехали, больница. Больница. Группа из 11 друзей, студентов, прониклась рассказом однокурсницы, которая навещала родственницу, маленькую девочку в больнице. Она говорит, что там всем детям одиноко и грустно. Заведующий отделением не против волонтеров. И группа решает все вместе навещать детей в больницах по пятницам и проводить время с ними в игровой комнате за простыми занятиями. Игры, творчество, общение. Класс. Поставьте плюсики те, кто кейс понял, или вдруг кто-то не понял, поставьте минус или восклицательный знак, чтобы мы это поняли. Так, здорово. Кейс понятен. Итак, третий Да, похоже, понятно, да. Третий кейс. Молодежный совет, аж целых 32 человека, при Министерстве социальной защиты города решает реализовать программу помощи сиротам. Молодежный совет собирает всех молодых специалистов на собрание и объявляет об этом. Руководство составляет список важных дел, знаний и опыта для сирот и распределяет роли между членами совета. Кто-то учит домашней бухгалтерии, кто-то готовит еду и так далее. Молодежный совет намерен приступить через неделю. Это кейс номер 3. Понятен? Если да, подтвердите. Если нет, опять же, как увижу восклицательный знак, мы готовы сделать паузу и что-то прокомментировать. Класс, понятен. Спасибо огромное, друзья, за вашу активность. Ну что, Лида, давай 4. Да, последний кейс – люди с ментальным нарушением. Волонтерский отряд при школе делает много полезного. Среди прочего, иногда навещает детей в больнице или стариков в домах престарелых. И тут руководитель отряда позвонил директор ПНИ, психоневрологического интерната, где проживают люди с ментальными нарушениями, взрослые люди, иногда пожилые. Основная задача волонтеров – гулять с такими людьми, они часто на колясках, и общаться с ними. В ближайшее время планируется первая встреча. Класс. Итак, смотрите, если вам понятны эти кейсы, то вы проходите по ссылке, которую я назвал. Ссылка называется «Какой кейс самый-самый?». Ссылка номер 2. Какой кейс самый-самый? И там есть 2 вопроса. Какой, с вашей точки зрения, кейс самый жизнеспособный, а какой, с вашей точки зрения, кейс нежизнеспособный? Отметьте, пожалуйста, по одному кейсу. Жизнеспособный имеется в виду, что он имеет перспективы на развитие и на жизнь. Не какая-то разовая ситуация произошла,
прошло, например, полгода, год, и то, о чем говорится в кейсе, это происходит. Жизнеспособность — это значит долго, качественно, неизменно, все это будет работать, Вот какой кейс имеет перспективы на жизнеспособность, а какой кейс не имеет перспективы на жизнеспособность. Пожалуйста, в Google документе у нас с вами 18 человек. Вот, кто пришел позже и не понимает, что мы делаем, вы заходите в чат, и в чате, может быть, я сейчас, кстати, даже продублирую дополнительно, в чате вы находите ссылку, где есть Google документ, в котором есть наши на сегодня рабочие ссылки. Вот я еще раз скидаю эту ссылку. Наши на сегодня рабочие ссылки. Мы сейчас на ссылке номер 2 быстренько отвечаем на вопрос, какой кейс жизнеспособный, какой не жизнеспособный. Нам очень важна ваша оценка. Итак, первое впечатление вы выполнили. Вы оценили этот кейс, судя по вашему впечатлению какому-то или по вашему опыту. Отлично, мы идем дальше. Теперь давайте сойдемся с вами на некоторых основных понятиях, которые так или иначе с волонтерством связаны, чтобы мы с вами говорили на одном языке. Итак, мне бы хотелось, чтобы вы предложили мне как минимум 3 основные категории, благодаря которым волонтер отличается от любого другого человека. Понятно, что вот вы видите большую фотографию, тут 1000 людей, и среди них, давайте будем соблюдать презумпцию невиновности, среди них нет недобрых, среди них нет каких-то злодеев, среди них нет, нелояльных, ни каких-то там еще и так далее. В общем, все люди прекрасны. Но там всего-навсего 3 волонтера, а остальные все не волонтеры. Вот чем волонтер отличается от неволонтера? Мне нужно 3 категории. И я тогда осмелюсь прямо просить вас, вот у меня на экране, например, есть в списке Анастасия Чернега. Как вы думаете, чем волонтер отличается от неволонтера? Одну категорию назовите. Добрый вечер всем. Это первое — это внимательность. Внимательность к герою. Хорошо, очень понятно, спасибо огромное. Эту категорию, безусловно, следует принять, если бы не ее субъективность. То есть непонятно, как ее мерить. Вот. А я хочу услышать категории, которые являются, абсолютными такими, они либо есть, либо их нет. Вот, про внимательность я лично согласен в том плане, что без внимательности быть волонтером трудно, да? Но я хочу услышать какие другие вещи. Давайте тогда, вот у меня, например, есть Анна Антонова в списке. Анна, пожалуйста. Добрый вечер. Я бы выделила, я-то и не могу пока придумать. Мотивация, во-первых. Мотивация. Пояснять, что это такое? Это какое-то слово? Что это действительно люди, которые знают, то есть не просто им захотелось, а они знают, для чего они это хотят. Вот, это что? Это не какое-то спонтанное решение, помогают просто. А именно они к этому пришли, какая-то есть причина, мотивация. Понятно, супер. И второе, я бы как-то, обозначила как система определенная, да, то есть волонтер — это тот, кто как-то регулярно, это делает, подождите, мы уже только одну, мы от каждого одну просим. От каждого. Спасибо огромное, да. Спасибо огромное. У вас прекрасные, потрясающие глаза выглядывают рядом с вами. Вот, да, очень радостно и действительно очень радостно. Вот. Я принимаю наполовину, потому что я услышал половину то, что я хотел, половину то, что я не совсем хотел, но идем дальше. Я так буду в такую игру играть, вы будете угадывать, что я хотел. Да? И вот, соответственно, есть Александра Кулеба. Александра, пожалуйста. Да, всем добрый вечер. Я думаю, что у волонтера... Меня слышно, да? Да, отлично слышно. Да, у волонтера есть жизненные ценности. Жизненные ценности. Классный ответ, спасибо огромное. Не могу не согласиться с ним, но это не то, что я хотел. Вот, но, безусловно, спорить... Нельзя сказать, что остальных нету жизненных ценностей. Да, там же все добрые. Вот. А вот теперь мне показывают Екатерина Толмачева, да? Да, Толмачева, да. Екатерина, пожалуйста. Волонтер, он работает безвозмездно. Стоп, достаточно, супер, 5 баллов вам. Это одна из 3, которые я хотел услышать. Так, класс, будьте все как Екатерина, отлично. А еще у нас есть Иван, к сожалению, без фамилии, поэтому если есть второй Иван, то простите. Иван, пожалуйста.
Да, ну альтруизм, я думаю, Альтруизм, отличное слово, а что это, Никита? безвозмездно. Ну это было сказано. Класс, супер, это признается, но это уже было сказано. Что еще? Эльвира пишет в чате высокая социальная ответственность, желание сделать мир лучше. Интересно, как померить ответственность. Так, хорошо, у меня есть в чате Ольга, без фамилии, опять же, простите. Есть Ольга с фамилией, но есть Ольга без фамилии. У меня она зеленым кружочком. Ольга. Добрый день, может быть, это я, Наверное. Ольга. Я не знаю, может быть, какая-то коммуникативность, ответственность. Так, тоже принимается, но это не то, что я хотел. Класс, спасибо. Вы правда думаете, что остальные люди не коммуникативны или безответственны? Мы же говорим... Нам надо отличить, реально отличить. Вот это волонтер, это не волонтер. Чем волонтер отличается от другого человека? Возможно, у волонтера это смысл жизни помогать другим. Так, тоже принимается. Спасибо. Это тоже не совсем, что я хотел. Теперь, больше я вас сейчас спрашивать дальше не... Я знаю прекрасных людей, которые не волонтеры, у которых смысл жизни помогать другим. Да. Я знаю очень невнимательных волонтеров. Да. Мы хотели выявить категории, которые помогут нам с вами в работе с волонтерами. И эти категории, они не могут быть достаточно субъективными, чтобы быть расплывчатыми. Все, что вы сказали, безусловно, принимается. Это и внимательность, и смысл жизни, и что-то еще. Но здесь мы всегда можем утонуть в оттенках. Потому что по сравнению с одним, другой более отзывчивый, менее отзывчивый, там еще что-то такое, там, или там у него смысл помогать, а у этого смысла не помогать. Кстати, очень много волонтеров, у которых вообще нет никакого смысла помогать, но они просто делают и все. Вот. А вот хотелось бы определить для нас рабочие категории. То есть, собственно, это тоже одно из упражнений. Оно помогает нам определить рабочие категории. Первая была названа. Это категория готовности работать безвозмездно. Это прямой вопрос. Готов работать бесплатно или не готов? Человек говорит, готов. Ну, все, значит, готов. Но есть еще две категории, которые вместе с этой, с третьей, вместе, они не порознь работают, они только вместе работают. Они говорят нам, что человек – это волонтер. Там, правда, есть еще и четвертый момент, но мы о нем отдельно скажем, да? Итак, смотрите, прежде всего это, или свободная воля к доброму делу, или, если хотите, как раз вот эта решимость, да? И, поэтому, когда вы говорили про мотивацию, я сказал, наполовину принимаю. Если бы вы сказали, что это желание человека, вот личное желание человека, я бы принял на 100%. То есть мы можем просто у любого человека в метро спросить, задав ему вопрос, ты хотел бы быть волонтером? Он скажет, да или нет. Если он будет говорить что-то не то, то, соответственно, понятно, что, значит, он не готов сказать «да». Но если мы хотим услышать «да», значит, это человек готов или хотел бы, да? Следующее – это личное время, тоже эту категорию вы не назвали. Это человек, у которого есть свободное личное время, да? Которое он готов отдать вот этому волонтерству, причем наперед отдать, да? Волонтер – это не тот, кто шел от метро, я к нему пристал, говорю, покажи, сколько времени. А волонтер – это тот, кто заранее знает, что в следующую среду он вместе с друзьями поедет на Байкал, чтобы в экологическом лагере какую-то там добрую акцию совершить. Вот. Это личное время и бескорыстность. И, конечно, как воплощение всего вот этого, конкретное доброе дело. Это вот три категории, которые помогают нам с вами, с человеком работать. И мы можем с этими именно его характеристиками работать. Они для нас рабочие. А все остальное для нас не очень рабочее. Оно, конечно, рабочее, но не очень, потому что достаточно субъективно. И вот, соответственно, есть некие понятия, мы просто хотим на них с вами сойтись. Это неоплачиваемая общественно значимая деятельность, и это организованная непрофессиональная помощь людям, если мы говорим о социальном волонтерстве. Но мы идем дальше. Теперь следующий вопрос. А чем волонтер обладает? Это вопрос проще. Это мы тоже сейчас выявляем категории, с которыми мы можем работать. Чем волонтер обладает. И у нас есть в списке Ирина, мне показывают, тоже без фамилии. Ирина, пожалуйста, если вы можете ответить, пожалуйста, ответьте. Как мы уже сказали, это время. Что еще волонтер может дать? Я думаю, что заботу, внимание. Стоп, а то вы все назовете. Отлично. Все принимается, класс, действительно, да, супер. Это время может поделиться. И поделиться, каким-то своим соучастием в широком смысле. Можно по-разному говорить. Там личные отношения, забота, внимание, еще что-то. Супер, класс. Спасибо.
Мне тоже кажется, что и внимание, и забота, и, в принципе, поинтересоваться у человека, чем можем помочь. Ну, а еще? Наставничеством, быть наставником у кого-то. Хорошо. А вот, ну, как бы, а чем вообще человек обладает, чтобы поделиться? Знаниями, опытом. Вот, стоп. Спасибо огромное. Простите, я буду перебивать, и это ни в коем случае Хорошо. не пренебрежение, да, потому что у вас много. Знания, отличная категория, супер. У меня есть знания, я ими делюсь, отлично. Так, теперь, пожалуйста, Лариса Чертова, наверное, простите, если неверно ударение ставлю. Вот, Лариса, пожалуйста. Что еще у человека есть? Доброта. Добрый вечер. Доброта, время, конечно, свободное, большое желание помогать. Так. Что хотелось бы еще сказать? Чем может конкретно прям поделиться? Финансами в том числе. Это не про волонтерство, это про там меценатство и так далее. Волонтерство это про себя. Благотворительность. Ну вот, да, в волонтерстве человек делится, грубо говоря, собой во всех смыслах. Вот. И чем человек обладает, чтобы поделиться? Кроме времени, вот мы уже сказали, такое личное отношение, там забота или прочее, и сказали знания. А что еще? Кстати, пишет. Умение, возможность. Класс, наверное. отлично. Спасибо огромное. Да, это какие-то мои умения и навыки. Я действительно могу ими поделиться. Могу знаниями что-то рассказать, а могу научить кого-то. Отлично, супер. Так, Лид, что пишут? Про опыт пишут. Опыт. Ну вот да, Про туда. то, что можно поделиться отношением к жизни. Ну, это вот про отношения. Это Ну, примерно опыт. Да. Ну вот, собственно, у нас есть такие категории, можно дополнять их дальше, ну просто основные. Это прям физические силы вы не назвали, ну потому что какие-то волонтеры что-то носят, копают и так далее. Да, это какие-то умения, какие-то свои таланты, например, кто-то может что-то спеть, сыграть и так далее, да. Это вот, собственно, время, личные отношения. Можно сюда, наверное, какие-то личные связи еще прикрепить. И так далее, и так далее. Это тоже категории, с которыми мы работаем, потому что мы от волонтера, как организаторы, ну, что-то просим. Мы говорим там, дорогой, давай вместе будем делать то-то. Ну, значит, он что-то делает. Если у него этого нет, но, соответственно, в итоге мы получаем человека, который вот соответствует вот этим каким-то, этому описанию. Волонтер – это такой же человек, как и мы, у которого несколько часов свободного времени в неделю, который обычный человек большей частью, и, собственно, вот на него и следует нам рассчитывать, да? И для нас, например, очень важно, это уже мы делимся таким как бы нашим подходом, да, что волонтер – это тот, кто сам определяет, чем он будет делиться, в каких объемах и так далее, и так далее. Для нас это очень важно. Почему? Потому что это дает волонтеру устойчивость в его будущей работе. Если я за него решил, чем он должен поделиться и насколько, то значит, он всегда может ко мне апеллировать и говорит, ну это ж ты мне сказал. Это ж ты мне сказал, что я должен там 2 месяца подряд копать. Вот. И тогда любые его проблемы будут моими проблемами. Если же он вместе со мной, оценив какую-то социальную проблему, например, там экологическую какую-то, что-то там или что-то, он сказал, я готов вместе с вашей организацией сажать деревья, и мы вместе с ним сажаем деревья, то это уже его выбор. И в этом смысле я не являюсь тем, кому он потом говорит, ну это ж ты меня заставил. То есть быть волонтером – это самостоятельно оценивать свои ресурсы и ими делиться. Теперь я вам расскажу историю, которая, на мой взгляд, помогает понять, а что такое социальное волонтерство. Вот я прошу вас эту историю послушать, а потом, когда вы ее будете слушать, я попрошу вас после в чате как-то отметить, может быть, что-то похожее было в вашей жизни или работе, или с кем-то, может быть, вам кто-то рассказывал что-то такое. Я-то вам сказку расскажу, а вы мне, ну, действительно сказку, вот, а вы мне в ответ скажете, а вдруг что-то было похожее, потому что по опыту организации волонтерства, который есть у нас, я точно могу сказать, что такое бывает. Действительно бывает. Вот. Но интересно услышать и вас. А бывает ли у вас? Видели ли вы такое? Были ли свидетелями такого? Да? И так далее, и так далее. Итак, небольшая сказка. Ну, в моем пересказе, конечно, как я умею. Вы видите сейчас на картинке такого молодого человека. Это молодой человек из японского мультфильма, который называется «Виолончелист Гочу».
Мальчика этого зовут, ну, парнишка, он такой не совсем мальчик, он уже молодой человек, его зовут Гочу, имя у него такое. И он виолончелист. И живет он в деревне, в японской деревне. А в японской деревне, ну, так получилось, есть целый клуб, а в клубе есть оркестр. И парнишка играет в оркестре. А дирижеру не нравится, как он играет. Ну, то есть он, конечно, хорошо играет, но что-то вот он нам не так делает. Как-то он не до конца может понять эту музыкальную партию, которую хочет от него дирижер. И не до конца может сыграть ее. И как-то однажды наш парнишка-виолончелист Гочу приходит домой. И к нему прилетает дрозд. Видите, вот дрозда такого, птичка сидит перед ним. И дрозд на человеческом языке говорит нашему Гочу: давай я буду петь, а ты будешь играть. И сначала парнишка соглашается, они вместе играют, поют, а потом как-то парнишке это надоедает, и он дрозда этого выгоняет. И приходит следующий день, и к нему заявляется кот. И кот говорит ему ту же самую историю. Давай я тут буду мурлыкать, буду вокруг тебя ходить, а ты будешь играть музыку. И сначала парнишка соглашается, потом ему надоедает этот кот, они ссорятся, и он этого кота выкидывает. И, в общем-то, весь мультфильм состоит из этих классных, очень смешных, очень забавных разговоров между парнишкой-виолончелистом и зверями, которые к нему приходят. К нему приходят и еноты с барабанными палочками, очень смешные, которые говорят: давай будем барабанить, а ты будешь играть. И он играет, а они барабанят, и в конце концов еноты ему так надоедают, что он даже грозится их сварить в супе, и они со страху убегают куда-то там в лес. И, собственно, все бы шло, наверное, так дальше, если бы к этому парнишке, к виолончелисту, не пришла мышка. Вот. А мышка, она ему говорит совсем другие слова. Она говорит: ты уж прости нас, вот она с мышонком, ты уж прости нас, мы опоздали. А он говорит: а я не понимаю, куда вы опоздали, тут вот всю неделю какие-то сумасшедшие звери ко мне приходили и что-то от меня хотели. Они хотели, чтобы я играл, они тут мурлыкали, пели, значит, барабанили, а ты куда-то опоздала. А мышка говорит: а ты разве ничего не знаешь, что происходит? Он говорит: я не знаю, что происходит. Тогда я тебе расскажу, говорит мышка. А на руках у нее мышонок, но не тот, которого вы сейчас видите на экране, а мышонок, которому плохо, он приболел у нее. И она ему говорит: на самом деле мы, звери, понятия не имеем почему, но когда ты играешь на виолончели, нам становится лучше. А многие из нас даже выздоравливают. И поэтому мы собираемся у тебя в подполе, а ты играешь. Но ты как-то что-то не очень играл, и поэтому другие звери приходили тебя попросить поиграть. Вот этот дрозд, кот, эти еноты, чтобы ты подольше поиграл. И я пришла тоже сюда, потому что у меня, вот видишь, мышонок заболел, а все уже разошлись, и ты уже кончил играть. И я не знаю, что мне делать. И парнишка так растрогался, что сыграл на виолончели, он даже взял этого мышонка, положил внутрь виолончели и сыграл какую-то очень нежную музыку. И, сказка на то и сказка, мышонок выздоровел. И мышка принесла в благодарность виолончелисту вот этот вот орех или желудь, что-то она ему там принесла. Вот. Но на этом сказка не заканчивается. Ведь если сказка, она должна быть со всех сторон сказка. Но в этом есть очень глубокая правда. Когда парнишка-виолончелист пришел на генеральную репетицию в свой клуб, то оказывается, что за эту неделю с этими зверями, с этим котом, дроздом, енотом, с этой мышкой, он чего-то такое для себя понял. Он чего-то такое пережил, может быть, в общении с ними. И он смог сыграть вот эту музыкальную партию, которую от него ждал его дирижер. Вот, собственно, такая сказка. Снял ее Хаяо Миядзаки. Это один из первых его мультфильмов. Называется «Виолончелист Гочу». И когда я как-то в очередной раз готовился к какому-то занятию, вдруг я этот мультфильм вспомнил. Я его смотрел много-много раз. Вот, мне он очень нравится. И я вдруг подумал, что это такая вот метафора, которая очень точно говорит о социальном волонтерстве. Социальное волонтерство – это когда люди делают то, что умеют, делают то, что им нравится, делают то, как умеют, но в результате происходит что-то, что к лучшему меняет жизнь других людей. В сказке выздоравливают, в жизни
далеко не всегда кто-то может от волонтера, там, благодаря волонтеру вылечиться или еще что-то, но жизнь меняется. Вот в этом сказка очень правдива. Но сказка правдива и в том, что в жизни волонтера тоже происходит что-то интересное, важное, глубокое, что меняет и его жизнь. Вот, собственно, такая история. И вот, как я вам и говорил, я вам перескажу эту сказку. И мне очень интересно услышать ваш отклик. Было ли вот в вашем опыте волонтерства или тех людей, с кем вы как-то работаете, или кто вместе с вами волонтерит, что-то, что действительно вот показывает схожесть этого опыта? Что вот эта сказка, она и про вас тоже, или там про ваших каких-то друзей, знакомых, волонтеров там и так далее. Вот, если такое было, вы тоже, пожалуйста, напишите в чате, только напишите такое слово, да, слово такое, что, как сказать, а какое слово вы там напишите? Напишите слово «правда», вот так. Вот, слово «правда». Если такое у вас было, то нам очень интересно узнать, у кого и как. А вдруг кто-то из вас очень смелый, вы можете включить микрофон и поделиться с нами этой историей. Вот, видите, да, спасибо огромное, кто-то уже пишет, правда. Вот, вдруг кто-то смелый может поделиться такой историей, которая показывает, что Хаяо Миядзаки снял сказку про мальчика-виолончелиста, а на самом деле рассказал про социальное волонтерство. О том, в чем как бы его суть, как оно работает. Вот, на мой взгляд, точнее, чем эта метафора, чем эта сказка, наверное, и не скажешь. Вот. Но есть кто-нибудь, кто может рассказать эту историю? Добрый вечер. Хотела очень рассказать историю, которая со мной случилась на практике. Я по специальности специалист по социальной работе, социальное волонтерство как-то перекликается с моей профессией. Да. И это было на 2 курсе, и я очень боялась проходить практику. Мне все говорили, вот у тебя ничего не получится, зачем ты сюда пришла, вот, зачем помогать людям, это глупо. Вот, и один раз к нам пришел новый мальчик с особенностью. Я не буду говорить, какой. Вот. Ну, у него... с аутизмом он пришел. Вот. И он очень любил футбол. А я к нему хотела найти подход. Я к нему подходила, я с ним это все пыталась найти какие-то точки соприкосновения. Вот. И у меня не получалось, у меня опускались руки, я не понимала, как это все... Я просто думала, что вот реально то, что я делала, мне вообще это не надо. Вот. И в один прекрасный день его мама говорит, Лёш, я разговаривала с его мамой, и его мама говорит, Лёш, а ты Арину научишь в футбол играть? И он такой, да, конечно. Я говорю, я тоже люблю футбол, все это 5-10. Вот. И в тот день все вот просто кардинально поменялось. На самом деле. Вот. Как-то вот так вот. Да, очень здорово, спасибо огромное. Действительно, это такие чудеса маленькие, вот, и я очень благодарен вам за рассказ. Снежана, я вижу, вы тоже подняли руку. Спасибо огромное, давайте расскажете. Вот. Да, здравствуйте еще раз. Я сейчас расскажу, правда, про совершенно другую организацию, не в той, в которой я сейчас работаю. Да. Да, я когда-то, несколько лет назад, работала с регистром донором костного мозга имени Васи Перевозчикова. И суть была, приглашать людей, слушать лекции о донорстве костного мозга, потому что это безопасно, сразу говорю, что это безопасно для здоровья совершенно. И суть была в том, что люди, когда слышали о донорстве костного мозга, они все-таки боялись, мы же стали инвалидами, это же у нас там мозг откачают и все на свете. И их как раз подкупала социальная история, которая происходила с реальными людьми. Если мы, например, приглашали людей на лекции, которые рассказывали о своем опыте, как они это пережили, если у них кто-то, например, погиб, умер, сильно болел, или они становились реальными донорами костного мозга, люди больше откликались. И я навсегда запомню один случай, когда вот мужчину все прослушали,
и один мужчина встает и говорит: я вступлю в регистр доноров костного мозга. Я совершенно не боюсь. Но ничего страшного, если меня возьмут кусочек мозга. Я не такой сильно умный, но я просто так проникся этой историей, что пусть у меня заберут кусочек мозга. То есть человек, он был готов поделиться даже своим мозгом только для того, чтобы помочь другому человеку. То есть я и привела пример, как хорошо помогает какой-то опыт, рассказанным на и после этого очень много людей приходили как раз-таки волонтерить. То есть, вступая в регистр доноров костного мозга, когда люди вступали, что хочу сказать, и потом рассказывают о своем опыте, о том, как они вступили, и рассказывают где-то на других лекциях, это тоже волонтерство. Да. Большая помощь. Поэтому вот, собственно, я... Спасибо огромное. История впечатляющая. Если запомню, буду всем рассказывать про человека, который готов был отдать кусочек своего мозга. Это потрясающе, конечно. На самом деле, это действительно уровень какой-то жертвенности и так далее. Светлана, я вижу вашу руку, простите, мы потихонечку пойдем дальше. Вы уж простите, да, потому что нас очень много сегодня. И мы идем дальше. Вот. Ну, кстати, вы вполне можете что-то коротко написать в чате, и мы тоже будем благодарны, и другие прочтут, и Лида тоже обязательно это зафиксирует. Итак, смотрите, теперь мы с вами будем другое упражнение выполнять. Мы так потихонечку движемся к тому, чтобы вы смогли снова оценить эти кейсы, подумать над ними, порассуждать над ними, да, и заодно я пытаюсь рассказать вам про социальное волонтерство, что же это такое. Мы с вами, помните, сделали одно классное там задание в начале, вот, а теперь я прошу вас сделать второе задание. Вам нужно теперь ответить на следующий вопрос. Теперь уже мы говорим про каждого из вас, прямо про каждого из вас. Вот представьте, только послушайте, вы пока не делайте ничего, просто послушайте. Представьте, что я хочу подарить вам на следующей неделе один день. Это такой день между днями, в который у вас нет забот рабочих, учебных, семейных. Это такой как бы день, который для вас. Но при одном условии. Этот день дарится вам, чтобы вы сделали доброе дело, не относящееся к вашим родным и близким. То есть, если вы полгода не навещали свою прабабушку, то в этот день вы к ней не поедете. Но вы можете сделать доброе дело, не относящееся к вашим родным и близким. И поэтому я очень прошу вас подумать над этим, а что бы вы сделали в один день, который я вам подарю? Что бы вы конкретное, доброе сделали? Может быть, вы давно мечтали, тоже вот, раз уж клумбу мы упоминали, может быть, вы давным-давно мечтали как-то клумбу около подъезда украсить. А может быть, вы хотели сделать что-то совершенно другое, совершенно другой области, не хочу подсказывать. Но важно, чтобы это было максимально конкретное, чтобы это могло уложиться в один день, и чтобы вы посильно могли это дело реально сделать. Напишите, пожалуйста, одно конкретное доброе дело, которое вы готовы сделать. Фантазировать, ну как, нет, почему мы же про вас, фантазировать не стоит. Стоит именно то, чтобы вы реально могли бы сделать, что вам посильно, да, вот, было бы сделать в один подаренный мной день. Итак, вы открываете снова вот этот вот файл, который я вам выслал. В этом файле теперь у вас называется номер 3. Ответьте на вопрос 2. Пункт 3. Ответьте на вопрос 2. Вы открываете Google форму, и в этой Google форме вы прямо вписываете дело. Там прям так написано «дело». Вы вписываете дело, тоже буквально 2-3 слова, не надо ничего такого большого, да. Вот у нас снова в нашем Google файле сейчас порядка 17 человек. Заходите побыстрее в наш Google файл, в чате ссылка, и вам нужно вот ответьте на вопрос 2, ответьте на вопрос 2. Кликаете в Google форму и отвечаете. Ну что ж, давайте, теперь я раскрою карты. Итак, для чего я попросил вас все это сделать? Я ваши ответы пока не видел. Я их открыл, но я их не читал. Да, собственно, это можно прочитать именно вслух, а тайком от вас ничего не читать. В чем здесь суть? Вернусь вот к этой штуке. Есть у нас такое упражнение, оно называется «Проблемы и добрые мечты». И помните, в самом начале нашей встречи я попросил вас написать одну проблему, без которой мир был бы лучше. А сейчас я просил вас написать конкретное дело, которое сделали бы вы. И вот
Как вы думаете, вот теперь я пока спрашиваю ваши версии, как вы думаете, насколько эти ответы совпадут? Эти ответы писали одни и те же люди. И я человеку говорю, какая проблема? Без какой проблемы мир был бы лучше? И вы что-то пишете. Я говорю вам, а что доброе вы сделаете? И вы что-то пишете. Насколько совпадают эти списки, когда один и тот же человек думает проблемами, и когда один и тот же человек думает своими делами? Напишите в чате проценты. Ну, там, условно, 50/50. Ну, самое очевидное, что приходит в голову, да? Прямо пишите в чате проценты. Какие у вас версии? Сколько на сколько? Как совпадают ваше понимание проблем с вашим личным желанием что-то сделать? Так, Екатерина 50. Нет, мы сейчас не про вас, а про картину в целом. У нас достаточно хорошая выборка здесь. 24 человека голосовало. 70 на 30, 30 на 70. 20-80. Вот. Кто дополнит картину, да? Вот. Ага, 30 на 70, 40 на 60. Вот интересно здесь, кого 60, кого 40, да. 90 на 10. Так, ага, 0 на 100. То есть вообще не совпадают. Вот, это круто, да. Вот, то есть смотрите, в чем как бы фишка этой штуки. Есть сообщество людей, это вы. И вам кто-то задает вот вопрос, а что в мире не так? Может быть, это урна около подъезда не выносится, а может быть, это проблема сиротства глобальная, или там глобальное потепление, или еще что-то, да? И вы что-то говорите, вы искренне совершенно пишете. Но как только к вашему сообществу будет адресован вопрос, пойдемте что-то сделаем доброе, вы действительно говорите что-то совсем другое. И это ни в коем случае не значит, что что-то плохо в этом мире. Ну, в смысле, что вы не такие. Это как раз один из моментов, который очень как бы ясно подчеркивает, опять же, для нас, для организаторов волонтерства, с чем мы работаем. Мы, вот это следствие отсюда, да, мы с вами не можем работать с проблемами, потому что проблем в мире миллиард. А мы можем с вами работать с конкретными вами, которые сказали, а я хотел бы, например, съездить в приют для животных, или я хотел бы посадить дерево в этот день и так далее. Давайте я немножечко пробегусь, и мы с вами посмотрим, какие проблемы вы озвучили, и, соответственно, какие действия вы готовы были бы сделать. Да? Итак, проблемы. Какие сегодня проблемы? Война, жестокость, социальное одиночество пожилых, наркотики, атомное оружие, неблагополучные семьи, равнодушие, инвалидность детей, малоимущие люди. Очень много про озлобленность, про жестокость, вот опять же безразличие, ранние подъемы. Это, видимо, у вас будет рано. Вот. Я, кстати, очень разделяю это, ну да. Вот. Грубиянство, мусор. Вот мусор только один, по-моему. Мусор только один. Нет, два мусора на все. Мы еще слышали одиночество, мы слышали глобальное сиротство, ну вот есть инвалидность и так далее, да? Это проблемы, которые вас беспокоят. А вот какие конкретные дела, да? Вот кто-то хотел помочь бездомным. Ну, я, конечно, бегла, но, по-моему, бездомность не звучала. Посидеть с ребенком мама, которая устала. Тоже вот усталые мамы не звучали. Интерактивное мероприятие для детей с инвалидностью. Ну, инвалидность в общем звучала, но про то, что дети без мероприятий, не звучало. Я никогда не была волонтером, хотела помочь в детском доме. Но, опять же, проблема сиротства глобально звучала, как глобальная проблема, но что-то более предметное, где можно было откликнуться, не очень, да? Помогла бы у нас в центре. Ну, и, к сожалению, мы не знаем, что там делать. Вот. День открытых дверей в нашем интернате провели бы. Вот. Сдала бы кровь. Проблема бескровия тоже не звучала. Опять же, бездомные прозвучали здесь. Поеду в приют для собак. Животных, по-моему, в проблемах я не видел. Посидеть дома, пообщаться с ребенком-инвалидом. Помощь в доме престарелых. Одиночество была проблема. Отвезу своих подопечных в аквапарк. Ну, не очень понятно, кто подопечный, ну ладно. Вот. Раздавала бы продукты пенсионерам. Городской субботник бы провели. В подшефной школе мастер-класс по игре в баскетбол. Навестила пожилых. Вот, сортированный мусор. Ну, это сортировка. А там про мусор, видимо, более глобально, не знаю, на улицах. Вот про мусор тоже чуть-чуть совпало.
развивать наставничество, это про сиротство, да, и так далее. Вот, потом, не знаю, может быть, заскриншотим, а как-то вышлем для сравнения и так далее. Но смотрите, в чем, как я уже сказал, эта история. Что действительно вы правы, те из вас правы, кто говорит, что уровень совпадения проблем и желаний, он очень низкий. И это для нас, для организаторов, еще раз скажу, реальная история, с чем мы можем работать, на что мы можем опираться. Если мы будем работать с проблемами, то мы почти никогда не найдем там людей. Если мы будем работать с людьми, у которых есть желание и готовность помогать, то тогда мы действительно получаем рабочую команду, вместе с которой мы могли бы что-то сделать. Вот, собственно, акцент на том, как мы, организаторы, и с кем работаем, на мой взгляд, здесь действительно в этом упражнении достаточно ясен. Да. Можно я немножечко прокомментирую? Да. Такие очень простые следствия, да. Не надо считать, что все обязаны хотеть становиться вашими волонтерами, если вы решаете социально значимую проблему. Вот эта вот связка у меня очень важная проблема, поэтому ко мне должны прийти волонтеры, если они не приходят, они бяки нехорошие, она не работает. Сам факт наличия у вас проблемы никак не влияет на то, что это связано с волонтерской энергией, с желанием делать конкретное дело. Да, спасибо огромное, это действительно очень важно. Тоже здесь как бы объясню, откуда эта история появилась. Мы придумали это упражнение какое-то время назад, когда нас попросили встретиться с чиновниками и рассказать им, что такое волонтерство. И мы вот ради них это придумали, потому что, как правило, чиновники мыслят проблемами. Если условно, да, там есть сиротство, то все должны там куда-то пойти и там помогать сиротам. Но так может оказаться, что в этом конкретном городе гораздо больше людей интересуется помощью бездомным животным, например. Вот. И тогда как бы бессмысленно этих людей куда-то там направлять или что-то с ними делать и так далее, да. Это действительно очень важно. От того, что у меня в голове есть проблема, это не значит, что кто-то со мной вместе будет ее решать. Но теперь я хотел бы вам дать 3 зарисовки, такие, именно как зарисовки. И я сейчас тоже буду вас спрашивать, по-моему, спрашивать, вот. И потом я очень вас попрошу сделать какие-то выводы из этих 3 зарисовок. Итак, давайте первая зарисовка. Первая зарисовка называется «Встреча у поезда». Поставьте, пожалуйста, в чате слово «встречал». Это значит, что вам, или встречала, что вам доводилось встречать кого-то у поезда. Пока вы ставите в чате, расскажу вам, как я был в прекрасном городе, мне кажется, Краснотуринске, вот, или там каком-то Уральске, я уже забыл, вот, Уральске-Каменском, где я обратился к большой группе людей. Вот, знаете, говорю, бывает поезд, мы все встречаем у поезда, и все мне сказали, мы никогда в жизни не встречали никого у поезда. Мы даже и поезда, в общем-то, и не видели. И я говорю, а как же так бывает? И они сказали, что вот как 60 лет назад дорогу разобрали железную, с тех пор ее и близко нету за много сотен километров, и они ездят только на машинах. Поэтому так, встречала, класс. Итак, встреча у поезда. Тот, кто приезжает, он, как правило, или еще в вагоне, или в нашем случае уже вышел из вагончика, а тот, кто встречает, он, может быть, часто так бывает, действительно, мы часто немножко задерживаемся, и поэтому мы бежим по перрону и пытаемся увидеть своими глазами человека, которого ждем, которого встречаем, с которым как-то чаем вот эту встречу, и вдруг мы его в какую-то секунду можем увидеть на этом перроне, и вот эти несколько шагов, да, когда мы как-то к нему уже подходим, вот, по сути, уже вот эта встреча 2 людей, тех, кто приехал, она произошла. И мне очень хотелось бы, чтобы вы помогли мне узнать, а что же на лицах у этих людей. Пожалуйста, включайте ваши микрофоны и скажите мне, а какие эмоции вы здесь видите? Что на лицах у тех, кто встречается? Можно я скажу первое? Да, говорите. Я, наверное, расскажу про те моменты, когда я встречала по работе, это клиентов нашего фонда. Для меня это, наверное, больше близко, если я про это расскажу. Я видела на их лицах облегчение. Это как и потом они говорят: Господи, слава Богу, вы здесь были. Я так боялась, что меня никто не встретит. А вдруг я так боялась, что вы пропадете, что я вам не дозвонюсь. То есть это облегчение. Но у близких, конечно, это вот
привет, радость. Ну, Хорошо, подождите, а то вы сейчас все расскажете, Снежану. Вы сейчас все расскажете за всех. Спасибо огромное. Так, кто еще смелый? Кто хотел бы сказать, какие же еще бываем? Я очень часто вижу и сама испытываю это волнение. Волнение. Нашей встречи. Да, спасибо огромное. Класс, спасибо. Кто еще? если человек родной, близкий, очень Да. Счастье. Класс. Отлично, спасибо. Что еще? Могу я сказать, на самом деле, мне кажется, какие-то непередаваемые ощущения, буря эмоций, не знаю, любовь какая-то, счастье, действительно, вот как сказала Ирина. Да, класс. Кто еще? Еще кто-нибудь один. Улыбка на лице. Улыбка. Улыбка. О, мне нравится. Вот простое слово, но оно сразу все описывает. Улыбка. Улыбка. Класс. Вот, хорошо. Отличная история. Кто-то через весь город, через весь перрон прошел, встретил. Отлично. Улыбка, радость, класс. Теперь следующая история. Называется «Утром в детский сад». Ну, у кого-то из вас есть дети, у меня есть дети. Вот, и вот мне эта история знакома. Много лет уже знакома. Ну, даже не столько в детский сад, сколько в школу, какая разница. Итак, мама опаздывает на работу и тащит за собой ребенка. Да? Ребенок конючит, потому что бедный не выспался, темно, холодно. Вот. И, соответственно, мама же опаздывает. И вроде как оба понимают, что вот детский сад, ну, это как бы никакое не зло. Ребенок, может, потом даже и уходить вечером не захочет, скажет: мама, подожди еще 5 минут. Вот. Но, тем не менее, она его тащит. И он конючит, и между ними происходят какие-то такие странные где-то угрозы. Значит, будешь, так сказать, доставать меня вечером, телефон не дам поиграть. Где-то, может быть, подкупы, а я вечером тебе, значит, мороженое принесу. Где-то еще чего-то такое. Ну, в общем, она его тащит туда, в этот детский сад. И теперь мне нужно от вас услышать, а что у них-то на лицах. Вот, что с ними-то происходит. Можно я скажу без видео? Конечно, прекрасно. Да, видео просто плохо работает. Да. Часто можно увидеть утром недовольство, хоть мама, хоть ребенка. Удовольствие, согласен. И тому, и другому не нравится. Ни погода, ни детский сад, ни работа. Ничего не нравится. Так, что еще? Иногда у мамы это злость, а у ребенка обида. Злость и обида, отлично, конечно, так бывает. Супер. Кто еще? Друзья, давайте, у нас... Раздражение. У мамы Раздражение, да. Да, конечно, самое настоящее раздражение. Совершенно верно. Согласен, я тоже такое вижу на лице. И сам такой бываю. Так, а кто у нас это отмалчивается? Ну-ка, давайте. Из чата: мама хроническая усталость, ребенок отвращение. Мама напряжение, ребенок грусть. Так. А я помню одну историю с детства. Дочери сейчас 33, и мы с ней выходили, как раз вот такая же погода была. Заходила в угол дома, шли в садик. Она мне говорила: ну нафиг, ветер дует, в садик не пойдем. Вот, молодец, молодец. Да. После этого у мамы настроение было хорошее. Ветер дует, в садик не пойду, умница. Вот. В общем, представили эту картину, хорошо. А теперь третья картина. Она называется «Конвоируемый». Есть человек, которого куда-то конвойный ведет конвоируемого. И, собственно, идти им долго. И теперь хочется услышать у вас, а что у них на лицах. Вот, что вы видите? Мне кажется, у конвоируемого обреченность. Так. Конвойного. Ну вот пока не вижу я этого человека, извините. Ну, кто как, да? У вас безразличие? Безликий. Для вас он безликий. Безразличие может видеть. Безразличие, вероятно. Ну, наверное, да. Что еще? Что еще? И там переживания. И там переживания. Так, что еще? Ожидание. ситуация. Безысходность ситуации. Безысходность. Да. Ну, у конвойного, скорее всего, цель, но это же его работа. Вот, а он у конвоируемого уже все ответил за меня. Пустота, обреченность. Да. Ну, вот смотрите, вот три истории, три зарисовки. Вы как бы увидели лица этих людей, ощутили как-то по-своему ситуацию, в которой они находятся и так далее. Теперь у меня к вам вопрос. А какие выводы о волонтерстве можно сделать из этих трех историй? Какие бы выводы вы сделали из этих трех историй именно о волонтерстве? Истории не про волонтерство ни разу.
Но это 3 зарисовки, которые тоже нам что-то могут подсказать, тоже что-то нам могут дать. Именно о волонтерстве. И многому научить на самом деле. Какие выводы вы бы сделали для себя? Так, да, Светлана, пожалуйста, конечно. Мне кажется, если пара конвоируемого и конвойного, это точно, что нельзя это делать насильно, то есть это должна быть добрая воля человека, который занимается волонтерством. Иначе ты будешь себя чувствовать, как будто тебя заставили это делать. И, возможно, и ты даже не будешь понимать нужду того, кому ты помогаешь. А насчет мамы и ребенка, наверное, тоже, если у тебя ограничено время, если ты ограничен временем, а ты не можешь понять чувства другого человека, ты будешь делать все быстро. Наверное, так. Про волонтерство. Первое, почему-то, представляете, я уже даже забыла. Как у меня... Первое, про устойчивую пользу. Да. Тоже надо подумать пока. Хорошо, спасибо огромное, Светлана, спасибо. Кто еще? Кто еще прокомментирует? Можно? Да. У меня первая картинка — это радость от того, что ты приносишь какое-то доброе дело, да, делаешь для человека. Это радость, да. У тебя внутри появляется. Да. А когда мама с ребенком, это как раз и радость, и тяжесть в то же время, да, что ты не можешь всем помочь. И третье — это выгорание. То есть какой-то наступает момент, щелчок, и и пустота. И ты понимаешь, что ты уже все. То есть какая-то грань наступает, и все. Да, спасибо огромное. Интересно, выгоревший организатор социального волонтерства чувствует себя конвойным или конвоиром? Арина хотела, да, Арина? А потом Анастасия, пожалуйста. Да. Я могу Настю уступить тогда, если она просто первая подняла, поэтому... Хорошо, Анастасия. Я первая подняла руку, да. Мне показалось, что здесь можно говорить о том, что в зависимости от того, кто твой благополучатель, ты этим немножечко заражаешься. То есть, если ты идешь к детям, например, ты заряжаешься энергией, и все очень позитивно. Если ты идешь в психоневрологический интернат, где люди пожилые, ты, наоборот, очень много энергии отдаешь, и у нас волонтеры всегда это отмечают. То есть ты очень зависим от того, с какой целевой аудиторией ты работаешь, и ты не можешь сохранять себя абсолютно беспристрастным к этой ситуации. Ты в любом случае как-то по-особенному свою энергию расходуешь, какие-то особые чувства испытываешь в каждой из ситуаций. Спасибо огромное, спасибо. И Арина? Уже многие сказали то, что сейчас можно сделать выводы, то, что волонтерство — любовь того, что ты делаешь, кому ты помогаешь. Это я за время прохождения практики это поняла, и чувство выполненного долга еще иногда возникает, потому что ты поставил себе цель, это как камень, потому что потом падает, и ты счастлив, ты продолжаешь жить, и просто, ты зависишь потом от людей, с которыми ты работаешь, и ты должен получать энергию, ты этой энергией питаешься. И, честно говоря, нельзя допускать эмоционального выгорания, потому что я с этим сталкиваюсь постоянно. Да, спасибо огромное. Спасибо. Друзья, кто еще? Хотелось бы услышать еще отклики. У нас есть 3 зарисовки, 3 образа. Встреча у поезда. Мама ребенка тащит зимой холодно в детский сад. И конвойный, и конвоируемый. Кто еще? Какие выводы для себя может сделать из этих 3 историй про волонтерство? Я поделюсь. Да, пожалуйста. У меня только почему-то две ситуации, 2 картинки откликнулись, средняя нету пока состыковки. Первое на вокзале — это то, что как нам важно, как волонтеру, не ожидать чего-то, да, то есть вокзал — это ожидание, то есть можно быть на вокзале с напряжением, а можно быть на вокзале с плавным состоянием, да, что же сейчас будет. И крайне зарисовка мне очень отозвалась, это про выгорание. Как раз когда волонтер идет от того, что не что он хочет от души сделать, да, а потому что надо, и тогда наступает это выгорание, или когда он, как вы сказали, что я делюсь не тем, что я могу,
а то, что мне сказали. И вот тогда происходит выгорание. Да, понятно, спасибо огромное. Сейчас, Светлана, Снежана, вы, по-моему, говорили, да? Кто не говорил? Екатерина, да? Можно? Да? Средняя, да, ситуация, как я понимаю, может быть, да, если мы берем человека, который не хочет, да, чтобы мы Да. помогали, скажем так, Да. да, то мы его тянем, вот именно как мама тянет ребенка, который не хочет идти в Да. сад. Да. И мы понимаем, что нам надо выполнить это, да, довести ребенка до сада, а здесь помочь этому человеку, да, а так как он не хочет, да, либо не понимает, да, что мы делаем ему во благо, поэтому вот это вот сопротивление, скорее всего, вот это вот прямо характеризует, мне кажется. Да, спасибо огромное. А я хотел бы, знаете, еще, может быть, вы скорректируете ваши... Вот вы во многом переключились на волонтера и подопечного. Это очень справедливо, потому что таких вопросов много. Но я хотел бы, чтобы вы посмотрели с точки зрения организатора, волонтерства. Вот здесь, да, о чем можно говорить? Вот, я вижу, Екатерина подняла руку, да, пожалуйста. Я какой сделал вывод, то, что социальное волонтерство связано именно с людьми. Да. Да. Вот. Хорошо. Так, кто-то есть, кто еще не говорил? Потому что я готов дать слово тем, кто говорил. Но Можно еще сказать? Давайте. Смотрите, здесь, если, допустим, мы берем как организатора, да, мы не можем заставить волонтера делать то, что он не хочет. Так. Поэтому, если мы будем настаивать на своем, да, против воли волонтера, то хорошего не будет. Ни волонтер не получит удовлетворения, ни подопечные, ни мы. То есть та затея, которую мы планировали, да, не будет реализована. Да. Да, мне это очень отвлекается. Анна, еще раз, пожалуйста. А вот по поводу второй зарисовки как-то мало было комментариев, больше по первой и по третьей. А вот по второй мне пришла идея, что вот мама же, она сама виновата в том, что она не рассчитала время. Она могла встать, так все организовать, чтобы потом идти и не нервничать, и не тянуть ребенка, да. То есть, и получается, что на нас лежит ответственность, да, что очень часто бывает так, что руководители волонтеров сами там какие-то свои организационные там не выполняют нужные дела, а страдают от этого волонтер. Это я сейчас про себя говорю. Вот. Класс. И вот этого не должно быть. Там нужно как-то ответственно подходить, не лениться, да, и чтобы наши волонтеры от этого не страдали, от наших каких-то немощей. Да, спасибо огромное, очень откликается. Смотрите, я для себя такие выводы делаю, что если первая история, это где встречающий, безусловно, потому что эта встреча ему интересна, дорога, и, как вы сказали, на лице радость, свобода, на лице улыбка, это то, что действительно в аналогии с волонтерством человек готов делать сам. Это то, что ему интересно, понятно, то, что у него получается, и тогда нам не нужно быть рядом. Встреча у поезда, она совершается сама. Мы никого не сопровождаем, в смысле встречающего не сопровождаем. Мы его не заставляем, мы его не тащим, потому что для него это событие важно, самого важно. И если волонтер такой, для него что-то важно, он сам все сделает. Вместе с нами, но он сам все сделает. Если волонтер такой, что да, он разумом понимает, в детский садик надо оказаться, маме надо работать и так далее, но не выспался сегодня там или еще что-то, ребенок в смысле. А волонтер только разумом понимает, но у него нет взятия этой ответственности за дело, тогда нужна мама, то есть организатор, который тащит его за ручку, который за него полработы делает, который вместе с ним и только с ним, и без него волонтер ничего не делает. И, конечно, третье. История про бессмысленность, насилие, безответственность. Это история, когда кто-то кого-то заставляет. Здесь вы все очень верно, на мой взгляд, все это описали. А если насилие, то это полная безответственность. То есть для нас рабочими историями могут быть первая и вторая. Когда человек сам интересуется делом, готов взяться за дело, помогать и так далее, и тогда мы разве что просто можем даже иногда просто наблюдать и радоваться. Или человек понимает, готов, но внутренне как-то не очень созрел, тогда мы как мама, как сопровождающие вместе с ним, здесь подсказали, здесь за него полработы сделали, здесь что-то, здесь как-то и так далее, и так далее. Но тем не менее, это две рабочие истории, первая и вторая. Третья, она для нас не очень рабочая история.
Но мы идем дальше. И я вам хочу показать такую картинку. Эту картину когда-то очень давно нарисовали наши волонтеры, и надписи рядом, и не только волонтеры, и мы тоже, я в этом участвовал. И надписи рядом тоже, как бы, вот они написаны не только мной. Эта картинка, эти надписи, это результат большого труда. Мы тогда целых 2 дня вместе, встречались, работали. У нас был такой большой тренинг, мы рисовали какие-то вот стикеры, мы что-то обсуждали, как-то договаривались. И в результате появилась вот эта картинка. И мне очень важно обратить ваше внимание на эту картинку, да, что когда волонтеры пытаются осмыслить, что они делают, то совершенно неожиданно оказывается, что они говорят о встрече человека с человеком, о пути вместе, о созидании, о возможности быть собой, о сопреодолении изоляции, о заботе, принятии, формировании вот там что-то картины мира, чувства свободы и так далее. И вот это действительно то, вот помните, я же там вопрос поставил, а где вот эта энергия волонтера прячется? И вот эти 3 зарисовки, на мой взгляд, они показывают, она прячется в том, опять же, с чего мы начинали. Волонтер — это тот, кто сам принимает решения и сам готов что-то делать. У него есть желание это делать. И вот это то, что вот внутри, да, у волонтера, то, что показывает его внутренний мир. Ради чего он это делает, и так далее, и так далее. Вот. Но теперь мы идем дальше. Нам же нужно, помните, 4 кейса решить. Я вам это все не просто так рассказываю. Я хочу, чтобы вы помогли мне решить 4 кейса. И сначала вы предложили мне свою эмоцию. Вы отреагировали на какой-то из этих кейсов. Я, кстати, еще не смотрел, как вы отреагировали. Но теперь мы идем дальше. Я напоминаю вам наши 4 кейса. Скажите, нужно ли кому-то напоминать про них? Или вы помните кейс про бабушку, кейс про больницу, кейс про детей-сирот и кейс про людей с ментальными нарушениями. Тогда мы с вами идем дальше. А вот теперь я усложняю задачу. Я говорю, что только один из этих кейсов жизнеспособен. Более жизнеспособен, чем другие, скажем так. Конечно, при определенных условиях можно сделать все. Но один из этих кейсов, только один, самый жизнеспособный сам по себе. И я хочу, чтобы вы помогли мне его определить. Но прежде чем вы будете его определять, давайте попытаемся помочь вам в этом. И поэтому мы можем сейчас какие-то вопросы прояснить, а потом у меня есть вам еще 2 подсказки. Итак, что вы хотите прояснить, чтобы вам определить, какой кейс более жизнеспособен, чем другие? Бабушка, которая принимает волонтера во время ковида, он уже рассчитался с продуктами, собрался уходить, но она говорит: нет, останься, сынок, попей со мной чаю. Ребята, которые дружат, их заинтересовала тема, что в больницах детям одиноко, главврач не против, и они говорят: давай будем ходить в больницу к детям. Или молодежный совет местного министерства, который решает заботиться о сиротах и распределить роли и начать помогать сиротам. Или при детской организации, при школе волонтерский отряд, который помогал дедушкам-бабушкам одиноким, но попросили прийти в психоневрологический интернат. Вот, собственно, 4 кейса. Что вы хотели бы уточнить? Написано школьный отряд при школьном отряде. Вот 4-й кейс, да? Там главное слово — это школа, то, что это школьники. Если там опечатка... то есть, сколько школьникам лет? Вот, собственно, я бы спросила. Да, хороший уточняющий вопрос, он очень правильный. Это 9, 10, 11 класс. Все. Да. Там в самих кейсах многое не сказано, это правда. Поэтому я хочу, чтобы вы задавали вопросы. Вот. Так, что еще? Но мне трудно поверить, что вам все ясно. У меня вот вопрос по бабушке. Вопрос: волонтер — это новичок какой-то или это уже такой опытный, который достаточно долго ходит по старичкам и примерно уже есть какой-то взгляд наметанный на них? Давайте... И он первый раз вообще...
давайте мы его усредним. То есть это не новичок точно, ну и не тот, кто там... С другой стороны, если вы помните, этот период прямо жесткого ковида, он был относительно недолгий, и там прям суперопытным-то и некогда было стать. Ну, он там был, сколько, 3 месяца. Вот. Ну, предположим, он месяц работает. Ну, из этих 3. Ну, то есть, ну, наверное, опыт есть, безусловно. Да. Такой средненький, да. Что еще? Как вам определить, какой из этих жизнеспособен? Говорите. По первому, по бабушке. Это Давайте. только была одна бабушка или это было несколько? То есть, как бы... Ну, в данном случае зарисовка одна. Но имеется в виду жизнеспособность, что, соответственно, она же там просит его, да, приходить дальше, правильно? Или что там у нас? Ей скучно, одиноко, просит побыть с ней. Вот. Но когда мы говорим о жизнеспособности, это значит, история будет продолжаться. Будет ли она продолжаться? Будет продолжаться, не знаю. Но смысл в том, что один раз, я уж не знаю, там, согласится он, не согласится, это его дело. Но мы имеем в виду, что насколько вообще эти истории в таком же ключе, они жизнеспособны. Вот, сами по себе. У меня еще вопрос по третьему кейсу. Третий кейс, дети-сироты и вот специалисты, которые собираются их обучать. Вот Да. дети-сироты, какой у них возраст? Это ближе к старшему возрасту? Да, это подростки, да. Судя по тем компетенциям, которые хотят им передавать, это подростки. Там же какая-то бумажка на балконе. Давайте. Вопрос вот по 4-му кейсу, то есть 9, 10, 11 класс. Это только вот одна параллель и все, то есть один только выпуск и все, или это может... Школа, а в ней, мы же говорим про одну школу, один школьный отряд. Я не знаю, насколько у вас крупные школы, но в Москве сейчас в параллель может учиться, по-моему, классов 6. Ну, в переполненных, школы многие переполнены, поэтому, даже если их 5 классов, условно, по 25 человек, А сколько из них волонтеры, я понятия не имею. Нет, я про то, что в этом участвует только один вот этот выпуск, то есть те, которые 8 класс были, они же потом на следующий год стают 9, они имеют право дальше участвовать? Давайте имеют, предположим, да, имеют, да. Так, что еще? Кто еще? Вот Светлана поднимает руку. Да, можно спросить вот насчет третьего кейса. Здесь написано, что как будто бы руководство озвучивает, да, список важных дел. У меня вопрос, общаться с детьми, то есть дела это хорошо. Меня интересует, с детьми будет какое-то общение или только они настроены на, научить, передать знания, передать... Вот, знаете... Судя по тому, что нам представлено по собранию, этот вопрос не обсуждался, и не запрещался, но в то же время он не обсуждался. То есть речь шла, как мы читаем там, давайте учить, вот набор компетенций, давайте распределим роли и пойдем учить. Вот примерно так. Это не просто им навязывают, они могут какое-то немножко проявить тоже творчество в этом смысле, правильно я так понимаю? Вы в описании это видите? Я вижу, что руководство прямо озвучивает, понимаете? Как там написано, так оно и озвучило. Как оно написано, там так оно и озвучило, да. Ага, все понятно. Да. Вопрос по 4-му кейсу. Давайте. Написано коляски. Есть ли опыт этих волонтеров возить ребят подопечных на колясках? Поскольку они со старичками работали, как мы видим, то какой-то опыт есть. Потому что старички тоже часто бывают в домах престарелых на колясках. Можно по 3-му еще? Давайте. А если кто-то, там все распределили, а если кто-то откажется, то что, их уволят, лишат премии, что будет? Эту информацию я понятия не имею, потому что мы имеем лишь те сведения, которые имеем, либо какие-то детали я готов вам уточнить. Про угрозы там ничего не сказано, поэтому, давайте будем считать, что ничего не знаем. Или что-то, откуда я знаю? Я не Или их знаю. там на доску почета там не повесят, а тех повесят. Это я уже не знаю. Поскольку это прямо отношение, то есть это имеет к истории, что история превращается в конвойного. Давайте мы не будем брать такие крайности, уволить там еще что-то. Потому что всякое бывает в жизни, но в данном случае давайте без таких крайних случаев. Так, кто еще? Давайте еще.
Еще 2 вопроса, мы идем дальше. По первому, по бабушке, там написано, что она рассчиталась за продукты, хотя написано, что принес волонтер. Ну, как бы для меня не состыковка. Ну, это обычная практика. Дело в том, что, как сказать, и эта практика, может быть, не самая хорошая, но она действительно очень распространенная в России была, когда и действительно бабушки не обманывали. Ну, просто, так сказать, чтобы человеку 2 раза не ходить, она говорит: слышь, сынок, ну купи мне там этого кефира с хлебом на свои деньги, я тебе отдам. Ну, то есть... это такая ситуация, я поняла. Да, это... Она, безусловно, здесь есть риски, но это очень распространенная тема, чтобы действительно 2 раза не ходить. Вот. Итак, теперь мне хочется, чтобы вы озвучили про каждый кейс. Давайте сейчас, у нас не так много времени, мы постараемся это сделать в режиме Блиц. Про каждый кейс мне хочется, и я здесь буду вас прямо спрашивать. Про каждый кейс 3 проблемы. И когда я буду называть какое-то имя, то вы можете выбрать любой кейс, но по отношению к нему называете проблемное место. То есть тот кейс, который вам откликается, вы называете проблемное место, да? В каком кейсе вы видите какую-то проблемную штуку? Ну, так как я работаю в психоневрологическом интернате, я выбираю кейс номер 4. Так. Да. Проблему я здесь, наверное, вижу, насколько, допустим, школьники знают подопечных интерната и насколько вот их ожидания будут, так сказать, либо разочарование они увидят, и страх какой-то. Или... Да, спасибо огромное. Вы очень ясно, на мой взгляд, сформулировали. Я просто боюсь, что дальше вы будете, ну, как бы кому-то еще что-то подсказывать. Очень ясно, действительно, насколько и ожидания, и умения, и опыт школьников соответствуют психоневрологическому интернату. Спасибо огромное, очень ясно. Илья, пожалуйста, если вы можете говорить. Илья, пожалуйста. Ну, смотрите, вот меня все-таки первый кейс заинтересовал, потому что я с такой уже ситуацией сталкивался, и, наверное, стоит в том, что бабушка пригласила его попить чай. Да. Как я знаю, волонтерам по положению нельзя пить чай, ну, вообще, в принципе, разговаривать с людьми, даже которые просто даже нет вероятности, что она реально привита, но все равно по правилам, по общим, как взаимодействовать с людьми даже пожилого возраста. Спасибо огромное, очень ясно, спасибо, класс. Вы видите проблему этого кейса в том, что бабушка предлагает волонтеру прямо нарушить те правила, по которым он сейчас работает. Класс, спасибо огромное. Так, теперь, пожалуйста, сейчас. Ирина Москалева, пожалуйста. Какой кейс вы хотели бы покритиковать и какую-то конкретную проблему озвучить там? Наверное, второй кейс. Так. Там проблема, скорее всего, будет, что это какой-то временный порыв, и не факт, что все эти люди действительно на постоянной основе будут ходить помогать этим деткам. Класс, спасибо огромное. Очень ясно озвученная проблема. Часто бывает временный порыв, который потом будет мешать. Класс. Анастасия, пожалуйста. Третий кейс. Дети сироты просто не захотят общаться по запланированному сценарию, а молодежный совет не готов, они за неделю не подготовятся, не узнают там психологию. Супер. Подождите, вы сейчас тоже все за всех расскажете. Класс, мне очень нравится все. То есть вы видите проблему в том, что дети не захотят по сценарию, а у этих товарищей мало времени. Класс. Так. Гульшат пишет про проблему по первому кейсу. Гульшат пишет? Спасибо, класс, Гульшат. Да, первый кейс, проблема, это будет помощь, оказывается, не системно. Так, хорошо. А мы с вами назвали, по 3 нет, наверное, но где-то и по 3. Трудности в отношении каждого кейса, в отношении некоторых по одной трудности. Теперь давайте попытайтесь назвать причины жизнеспособности каждого кейса. Я опять возвращаю вам кейсы. Теперь мы говорим о том, а в чем вы видите надежду в каждом кейсе, что он выживет. Вот что действительно эта история возможна. Вот Елена, да, подняла руку. Елена, пожалуйста. Второй кейс. Там есть опыт. Да. Есть человек, который этим занимался, да, и он поделился своим опытом. Есть согласованность принимающей стороны, то есть они готовы принять.
Да. и порыв ребят попробовать, скажем Да. так. Очень ясно, спасибо огромное. Так, я хотела бы по первому кейсу сказать. Ну, предположу, что волонтер не сам по себе приходит к бабушке, а он от какой-то организации. Да. Допустим, что он не будет нарушать правила, он не останется с бабушкой, но сообщит координатору своему, и, возможно, из этого может получиться вообще другое направление, другой проект, что будет еще какая-то служба психологической поддержки, сопровождения, может быть, это будет онлайн-общение, может, это будут приходить другие волонтеры именно для того, чтобы общаться с бабушкой, гулять с бабушкой, ну и с другими пожилыми людьми. Хорошо, понятно. Спасибо огромное. Вот, кто еще в каком кейсе видит некие основания, причины для его жизнеспособности? Кто еще? Или давайте я буду спрашивать, да? Вот. Елизавета Нелюбина, пожалуйста. Мне кажется, что у третьего есть какие-то надежды, потому что здесь проглядывается хотя бы какая-то системность в плане распределения обязанностей в группе. Понятно, спасибо. Класс. Москалева Ирина. Я тоже на третий кейс сделала бы упор, потому что там есть система, скорее всего, какой-то контроль со стороны организации. Так. Понятно. Хорошо, спасибо. У меня есть еще, друзья, вы не переименовались, поэтому заранее прошу прощения за некую бесцеремонность. Пользователь Светлана подняла руку. Лотова. Пользователь Zoom Лотова. Простите, да, меня Ирина зовут, я, видимо, по фамилии, да, там написано. Да. Ну, я выберу 4-й кейс, мне здесь нравится, что у людей, у волонтеров, точнее, есть некий опыт уже. Так, это важно. В ближайшее время, то есть за небольшой промежуток времени все-таки волонтеров можно как-то ознакомить, да, с такими детьми, ребятами. Вот, потом это волонтерский отряд, это молодые ребята, которые физически, в принципе, могут справляться. Вот, потом мне понравилось то, что сам руководителю позвонил директор, то есть это нужность, и, возможно, это как раз-таки вот будет привлечение волонтеров. Класс. Спасибо огромное, очень ясно, очень конкретно, спасибо огромное. Я считаю, что кейс с детьми-сиротами, с бабушками, потому что это одна из самых распиаренных волонтерств. Думаю, что если люди вообще воспринимают слово волонтерство, они чаще всего представляют бабушек и детей-сирот. То есть здесь вы залог видите в том, что это популярные темы, и волонтеры всегда придут. Да, именно так. Очень ясно, спасибо огромное, класс. Я выбрала третий кейс «Дети-сироты». Мне кажется, что, во-первых, то, что это все при Министерстве социальной защиты города, это уже возможность что-то детям еще предложить. Этим детям-сиротам, возможно, образовательная программа какая-то, возможно, они подготовят детей к будущим профессиям, да, то есть, может быть, они там организуют что-то там, не знаю, поход в институты, это будет что-то такое более творческое, я надеюсь. Это очень круто, да, но читаете вы как бы между строк. Да. Ну, также, смотрите, молодежный совет 32 человека. Я надеюсь, что все-таки это не будут, они сами как бы в результате будут, наверное, координаторами, а не волонтерами. То есть такая группа достаточно большая, но группа большая, в отличие от всех остальных групп, да? Да. Мне как бы понятно, что это, безусловно, то, что это при Министерстве социальной защиты, это профильное министерство, это много людей в профиле работают, ну и если между строк, то и то, что вы говорите, очень понятно, спасибо, класс. Так, кто там еще? Я. Да. Здравствуйте еще. Я уже 1000 раз все поменяла. Во-первых, я проголосовала за 4-й кейс, потому что это первая встреча, из нее последует, может быть, 2-я, 3-я, 4-я, 5-я. Да. И может собраться специальная группа даже из 3-4 человек, пусть даже если будет 30 детей, волонтеров, а останутся 3-4, это уже классно, тоже просто мечтать. Дети-сироты, мне кажется, здесь какой-то подвох, потому что... Подождите, вы не интерпретируете пока кейсы, вы называете, что не нравится. Ой, ну вот меня смущает, что дети-сироты это будет не про волонтерство, а про программу. Потому Хорошо. что все. То есть это специальная программа, которую уже придумали. Анна, пожалуйста. И мы тогда идем дальше, потому что у нас 10 минут.
Да. Мне очень нравится второй кейс, там много факторов. Первый, то, что там друзья, потому что люди уже, им интересно быть вместе, и это, как бы у них есть определенная команда уже сформированная. Вот, это плюс. Вот, плюс четко, согласие заведующей, это здорово, что руководство согласно. Что уже четко есть время, да, по каким дням, по пятницам, то есть есть какая-то уже система, и плюс их достаточно много, соответственно, это, чтобы они не выгорали, да, то есть они могут друг друга менять как-то, такая более жизнеспособная система, вот. И то, что дело само по себе не такое сложное, да, вот, в отличие от детей-сирот, что там целое вообще... куча всего. Понятно, понятно. Спасибо огромное. Буду прерывать, простите, да, вот очень мало времени. Хорошо, теперь вам предоставляется еще одна возможность. Мы к этому вернемся. Итак, вы теперь голосуете заново. Вы теперь идете снова вот в этот мой файл. В этот мой файл идете. И там теперь последняя ссылка называется... последняя ссылка, какой кейс самый жизнеспособный, номер 4. 4 в смысле пункт. Вот. А вопрос решать вам самим. Какой кейс самый жизнеспособный? Вы открываете ссылку и голосуете, какой кейс с вашей точки зрения будет самый жизнеспособный. Сейчас у нас где-то 18 человек, 19 на этом файле. Это значит, голосов будет не так много. Хотя у нас с вами 31. Вы отличаетесь потрясающим вниманием и участием в нашей встрече. Вот. Пришли на этот файл, наконец, 17, где-то 23 человека. И... попутно, соответственно, вы пока выбираете теперь после ваших рассуждений, я, соответственно, да, вы все уже увидели. Вот, я хочу дать вам домашнее задание. Вам нужно подумать, как могут быть преодолены трудности. Как трудности могут быть преодолены. Вы назвали трудности и легкости. И, соответственно, трудности, они могут быть как-то преодолены. Это очень серьезная тема, на самом деле. Но давайте теперь посмотрим, как вы проголосовали. Так, я вам сейчас скажу, сколько вас проголосовало. Или у вас какой-то вопрос. 26. Кстати, очень круто. Круче, чем в других местах. 26 голосов. 26 голосов. Ну что, у нас победитель, кейс номер 3. С вашей точки зрения. Кейс номер 4, второе место. Кейс номер 2 занимает третье место. И кейс номер 1 занимает последнее место. По процентам это так. Про бабушку всего 7% поддержала. Про больницу 25%, четверть. Про детей-сирот поддержала 37%. И про людей с ментальными нарушениями 30%. Там 29 с лишним. 30%. Вот. Ваши голоса распределились так. Теперь давайте мы сейчас посмотрим, как вы голосовали ранее. Вас там было 25. И ранее самый нежизнеспособный был признан бабушка, в общем, как и сейчас. Остальные поделились фактически поровну. 16-20%. Это нежизнеспособный. У меня же был вопрос, какой самый жизнеспособный. Вот. И в самом жизнеспособном все равно бабушка как была 8%, так и осталось 8%. А самый кейс дети-сироты стал 44%, был 44, стал 37. У кого-то кто-то из вас отбил голоса. Вот. А 28 люди с ментальными нарушениями так и осталось. То есть вы, по сути, не поменяли свое мнение. И дети в больнице было 20, стало 26%. То есть 6% перешли к детям в больницу, потихонечку отъели вы у других. Вот. А теперь, собственно, давайте перейдем к финалу. И со своей стороны я тоже раскрою карты. Эти кейсы мы готовили, писали специально таким образом, что в каждом из них есть специальный подвох. И подвоха нет только в кейсе с номером с больницей. Поэтому я сейчас все объясню. Выбрал кейс номер 2, поставьте плюс в чате. Да, кто выбрал кейс номер 2, поставьте плюс в чате. Дело вот в чем. Я вам уже сказал, что любой из этих кейсов, в принципе, может быть реализован. То есть мы здесь не говорим о том, что все какой-то мертвяк. Просто мы говорим о том, что будет жить само. Или может жить само, да? И поэтому какие здесь есть подвохи?
и какого подвоха нет в больнице. Давайте пройдемся по нашим 4 историям. Кейс с бабушкой. В нем есть 2 подвоха основных, кроме того, что вы еще называли. Первый подвох – это прямое нарушение всех ковидных инструкций. То есть в этом смысле вы потом как бы между строк додумали, если волонтер передаст, что-то там произойдет, и это возможно, спору нет. Но в данном случае это прямое нарушение всех ковидных инструкций. Это первый подвох. А второй подвох – то, что волонтер, который носит продукты, он на конвейере по разносу продуктов. Если он будет сейчас 2 часа пить с бабушкой чай, он просто кому-то другому просто не принесет продукты. Вот и все. Вот 2 здесь подвоха. Поэтому в данном описании этот кейс мало жизнеспособен. Но есть у этого кейса и третий подвох. Он заключается в том, что заносить продукты – это одно, пить чай долго, месяцами, там, годами, там, пускай даже раз в неделю – это совсем другая история. Личное общение – это очень сложно. И поэтому человек, который подписался заносить продукты, с очень маленькой вероятностью согласится потом, условно, раз в неделю навещать Марию Ивановну и пить с ней чай. Да, такие люди встречаются, и таких людей в принципе много, но в общем-то это разные люди. Те, кто готовы общаться, пить чай, слушать какие-то истории там и так далее, и так далее. Наверняка потом они будут включены в какую-то бытовую помощь, там, а помоги то, помоги сё. Это такая отдельная как бы категория людей. Поэтому здесь действительно этот кейс с бабушкой очень мало жизнеспособен. Вот. Что касается детей-сирот. Кто из вас назовет мне главную проблему? Она на самом деле вами была названа. Главную проблему этого кейса, которая с большой вероятностью заморозит его еще на старте. Несмотря на то, что вы решили, что это самый жизнеспособный кейс. Но вы же это говорили, кто-то из вас, по крайней мере. Анастасия пишет, нет запроса от детей. Но здесь тоже между строк. Ну, как бы... Возможно, их просили, сдали опросник, кто хочет яичницу научиться жарить, я, кто хочет там квитанцию научиться заполнять, я, то есть, ну, может и было. Мне кажется, это программа, это не волонтерский проект, это программа, за которую молодым специалистам будут платить и... Ну, то, что она требует такой более серьезной включенности, да, но это не главная проблема этого кейса. Ну вот, смотрите, здесь уже почти буду подсказывать, времени нет. Вот, может быть, я не могу отрицать ваш опыт, потому что у вас он свой, у нас свой. Но мне неизвестен ни один такой жизнеспособный проект. Вот ни один. Ни один. Когда собирают сотрудников на собрание, им говорят, теперь мы окормляем сирот. Возьмите роли, и каждый делайте то, что мы сказали. Вот мне такие жизнеспособные неизвестны. И я понимаю, что проблема, причем это не то, что выдуманный кейс, это происходит сплошь и рядом, все эти молодежные советы. Вот. Но его нежизнеспособность, еще раз, в чем? Ну, кто-нибудь-то. Потому что он как бы спущен сверху, я так понимаю. Конечно, конечно. Нет, здесь волонтеры сами хотят. никакой свободы волонтеров здесь нет. И то, что кто-то вот там очень допытывал меня супер мудро, там, а тут так, а это так, про этот кейс и так далее, это были супер мудрые вопросы. Вот. Так вот, здесь нет свободы. Здесь, условно, я беру и говорю, так, Светлана, а меня вообще не волнует, что вы думаете. Вот вы будете яичницы жарить, понятно? А вот вы, Анастасия, будете квитанции заполнять, понятно? Вот, и все. Ну, может быть, мы с вами дружим, и может быть, это не в таком тоне. Может быть, там, Света, привет, слушай, возьмешь яичницу? Ну, возьму, да, там, а ты, Настя, возьмешь вот это? Ну, возьму. Может быть, так, да? Но, тем не менее, вы, идя на это собрание, не думали о том, что в следующую субботу поедете готовить яичницу. И 4-й кейс, при всей своей положительности, на самом деле, кстати, я очень рад вашим положительным моментам всем. Вы действительно много где усмотрели много положительных моментов, я их вообще не оспариваю. Вы супер классно отработали. Но 4-й кейс, безусловно, это несовершеннолетие. Вы здесь очень точно все это указали, потому что
при всей, так сказать, пользе от детей даже 11-классников, все-таки их несовершеннолетие, несмотря на то, что даже директор учреждения говорит, да приходите, вообще не вопрос и так далее, а простите, вот, а потом мама в прокуратуру что-нибудь напишет, скажет, что это вы там, моего ребенка повезли там, а на него там, мама же не будет разбираться, понимаете, вот, поэтому, безусловно, здесь при многих положительных моментах и опыте детей, и действительно часто дети, подростки могут быть очень искренние и может быть очень круто, но нужно очень хорошо подумать, готовы ли руководители организовать именно в психоневрологическом интернате помощь от этих детей. При всех, безусловно, плюсах. Вот. Что касается кейса в больнице, то тот упрек, который был кем-то из вас сказан, он, безусловно, крайне справедлив. Ну, типа, эмоции быстро проходят. Это очень верный упрек. Но это единственный минус этого кейса. Единственный. Потому что действительно все остальное кто-то из вас тоже весь этот кейс разобрал по косточкам и сказал, что главврач за, молодые люди, искреннее желание, готовность приходить, игровую выделяют вообще. И делать, по большому счету, ничего не надо. Приходи, играй в машинки и так далее. Да, ну это я очень примитивизирую, но тем не менее. То есть, с нашей точки зрения, вот это кейс, в который мы не закладывали никакого подводного камня. Вот, чтобы нам его решать. Вот, соответственно, таким образом мы с вами завершаем нашу такую вводную встречу, где мы начали с кейсов, прошли по некоторым основополагающим моментам, связанным с социальным волонтерством, и попытались заново решить кейсы, и мы раскрыли перед вами все карты, какие кейсы на что были направлены. Таким образом, вы для себя можете тоже какие-то выводы делать, что такое социальное волонтерство, на чем оно основано, там, где прячется энергия волонтера и прочее, прочее, прочее. Да, вот там задан вопрос по поводу домашнего задания, которое я всем предложил. Смотрите, задание следующее. Вы все, и я тоже теперь, озвучили риски по отношению к каждому кейсу. И очень бы хотелось, чтобы каждый из вас подготовил как бы что-то, про какой-то один кейс, как можно эти риски исправить. То есть, вот, предположим, ну, не просто сейчас не хочу подсказывать, ладно. В общем, мы озвучили, какие риски. Это несовершеннолетие. Мы озвучили риски, что вот у молодежи желание перегорит быстро. Мы озвучили риски, что это некая спущенная сверху инициатива, и на самом деле системно чему-то учить детей, это может быть действительно для волонтеров там сложно. И еще риск был очень важный, что дети далеко не всегда по предложенной заранее программе готовы что-то делать. Про бабушку мы тоже эти риски обговорили, что это и нарушение инструкции, это и другой вид деятельности, посидеть, попить чаю, пообщаться и так далее. Да, это риски вот этих кейсов. Но при должной смекалке, при подходе профессиональном мы вполне можем пытаться их как-то снизить. Собственно, в этом наша работа и состоит. Снижать вот эти проблемы и все-таки дело это делать. Поэтому каждый из вас может выбрать себе один какой-то кейс на дом для себя и одну из проблем, которая мешает этому кейсу жить. И предложить несколько там, 2-3 решения, как можно было бы это минимизировать.